Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Сегодня готовлю очень вкусный и не менее полезный шоколадный торт трюфель в шоколаде с ярким вкусом шоколада и кокоса. Торт не содержит лактозу и казеин, так как вместо животного я использую кокосовое молоко. Торт трюфель в шоколаде получается очень нежным с насыщенным ароматом шоколада, который понравится всем любителям шоколадных десертов, но при этом следит за уровнем инсулина и не хочет скачков сахара в крови. А также это идеальный десерт для веганов и всех, кто придерживается кето-питания, если вместо печенья савоярди использовать хлебцы или отруби грубого помола. Шоколадный торт не вызывает подъем глюкозы благодаря эритритолу на основе органической стевии. Это один из моих самых любимых тортов, так как я очень люблю шоколад и все, что связано с шоколадом, но при этом слежу за гликемическим индексом продуктов, чтобы находиться в хорошей форме и не набирать лишний вес. Существенный плюс трюфеля в шоколаде, что его можно заморозить как заготовку сроком на целый год и при желании размораживать и употреблять, что нельзя проделать с шоколадными тортами на молочных продуктах. Этот рецепт, который я разработал, стал для меня настоящим открытием в категории вкусные и полезные десерты. А готовится трюфель в шоколаде настолько просто, что вы сами удивитесь, как можно легко и быстро его приготовить. В качестве подсластителя у меня эритритол. Вместо эритритола можно использовать иной органический подсластитель. Более подробно обо всех особенностях рецепта, а также мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях к этой публикации. Для приготовления песочной основы песочные заготовки ломаю на фрагменты и погружаю в блендер. Друзья, сразу хочу добавить, что песочная крошка — это любая крошка песочных изделий. В своем рецепте я использую смесь изделий 100 грамм соленой соломки и 50 грамм печенья савоярди. Вы можете сделать песочную крошку из печенья, сдобных сухарей или остатков коржей, которые имеются в наличии на свое усмотрение. Рекомендую в этом рецепте соленые песочные изделия типа крекеров или соленой соломки, так как они усиливают вкус трюфельного суфле. Полный перечень песочных заготовок смотрите в рекомендациях. Песочные заготовки пробиваю в крошку блендером. В крошку вливаю кокосовое масло. Перемешиваю лопаткой, чтобы кокосовое масло полностью вмешалось в крошку. Готовая песочная крошка при нажатии должна держаться на стенках блендера. В разъемное кольцо диаметром 18 см, установленное на тарелку, добавляю песочную основу. Осторожно распределяю песочную основу по внутреннему диаметру кольца силиконовой лопаткой. Окончательно утрамбовываю песочную крошку рюмкой, формируя песочный корж. Убираю кольцо с песочным коржом в морозильную камеру. Для приготовления шоколадного суфле в кастрюлю всыпаю кукурузный крахмал, эритритол и агар-агар. Перемешиваю сухие ингредиенты, чтобы они равномерно вмешались друг в друга. Добавляю 200 грамм кокосового молока из общего замеса и тщательно перемешиваю на очень слабом огне, чтобы подсластитель растворился. Вливаю оставшуюся основную часть кокосового молока. Мешаю кокосовую смесь до появления пара или до закипания, но не кипячу. Добавляю сразу весь шоколад. Активно перемешиваю, чтобы шоколад полностью растворился в кокосовой смеси. Кипячу шоколадный ганаш на слабом огне в течение 2-3 минут. При этом очень активно мешаю, чтобы он не подгорел на дне кастрюли. При дальнейшем вымешивании шоколадный ганаш начинает густеть и становиться плотным. Время закипания шоколадного ганаша считается начало появления первых пузырей на его поверхности. Спустя 3 минуты снимаю кастрюлю с огня и убираю в сторону для остывания на 30 минут. Форму с песочной основой достал из морозильника и устанавливаю ацетатную ленту. Вливаю шоколадный ганаш, который предварительно еще раз перемешал, форму на песочный корж. Оставляю торт в кольце при комнатной температуре на 3 часа. Спустя 3 часа убираю в холодильник минимум на 5 часов до полного охлаждения. Шоколадный торт простоял всю ночь до самого утра. Снимаю разъемное кольцо. Извлекаю ацетатную ленту. Предварительно замороженный шоколад ломаю на фрагменты и погружаю в блендер. Вместо блендера шоколад можно натереть просто на мелкой терке. И пробиваю блендер до шоколадной крошки. Обсыпаю торт шоколадной крошкой и удобной ложкой. Равномерно распределяю шоколадную крошку по поверхности торта плоским шпателем. Шоколадный торт получился очень ароматный, с насыщенным вкусом шоколада. Шоколад настолько сильно ощущается в этом торте, что одного кусочка хватает, чтобы зарядиться шоколадом на целый день. Начинка шоколадного торта — это шоколадное трюфельное суфле. По вкусу ничем не уступающее трюфельным конфетам, но при этом значительно полезнее классических шоколадных трюфельных конфет, так как не содержит продукты белкового распада, лактозу и казеин.
Трюфельная начинка в шоколадном торте – это самая безопасная начинка в категории правильные и полезные десерты, так как содержит в себе только продукты органического происхождения и не вызывает скачков сахара в крови. Самое приятное это то, что можно съесть очень много шоколадного торта без последствий для здоровья и набора лишнего веса. А потому даже те, кто худеет, может позволить себе этот изысканный шоколадный торт. Обязательно приготовьте трюфель в шоколаде по моему авторскому рецепту, и он станет вашим шоколадным любимчиком. Рекомендую подавать шоколадный торт трюфель в шоколаде горячему чаю, кофе, кэрбу, ликеру или иному алкогольному напитку. Но особенно яркий шоколадный вкус проявляется, если употреблять шоколадный торт с мороженым или ягодами. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.